Всем привет, с вами Сергей Колбасов, и сегодня у нас такое необычное видео, где мы будем пробовать монтировать вот этот панно. Почему говорю пробовать? Потому что мы будем делать немного нестандартный монтаж. Все из-за того, что данная мозаика будет висеть не на твердой стене, не на бетонной, не на кирпичной, а будет висеть на вент-фасаде. Само крепление будет происходить с помощью специальной системы. До стены где-то будет около 40 сантиметров, или там 30, то есть идет стена, потом идет утеплитель, и потом идет алюминиевая конструкция. Вот, по сути, нам к этой конструкции нужно будет смонтировать мозаики размером 3 метра на почти метр, то есть такие длинные мозаики. Специально для этого надо разработать систему крепления. Мы не можем смонтировать просто мозаику на алюминиевый лист, например, приклеив его на эпоксидный клей. Разное термическое расширение, будет мозаика вредиться немного и со временем может отвалиться. Поэтому мы разработаем новую систему, где мозаика будет жить своей жизнью относительно алюминиевого листа. И вот сегодня мы как раз таки собрали специальный образец, то есть это не готовый панно, это просто образец для того, чтобы протестировать эту систему монтажа и согласовать с заказчиком и с инженерами, которые строят дом и на котором будет висеть данное панно. Что мы имеем на данный момент? Мы имеем мозаику, собранную из мальты и керамогранита. Собрана она просто на пленку. Специально ее сделали так, чтобы можно было в любой момент ее маленько изменить, переделать, доделать. Там, если есть какие-то комментарии от заказчика, мы могли бы это все поменять и в итоге довести до того состояния, который необходим. Поэтому у нас вся мозаика лежит просто там снизу эскиз, потом идет клейкая пленка, которая со временем уже не так сильно клеит, как изначально, потому что крошки попадают от смальты и от керамогранита. Но в целом панно собрано таким образом. Размер этого панно 75 на 75 сантиметров, и мы его сейчас будем дальше монтировать. То есть вот в таком виде мозаика переходит в стадию монтажа. Если бы мы отправляли заказчику на объект, то, конечно, в таком виде отправлять нельзя, потому что по дороге она точно развалится. Поэтому делается предмонтаж, где с обратной стороны заливается цементным или эпоксидным раствором. Но так как заказчик попросил смонтировать полностью, мы должны привести панно на объект в таком виде, чтобы они просто их повесили, не делая вообще никаких действий с этим панно, а просто взяли его и повесили. Специально для этого мы создали этот образец, чтобы разработать новую систему монтажа и продемонстрировать заказчику. Первое, что мы сделаем, это возьмем и заклеим эту мозаику пленкой с этой стороны, потому что монтировать мы будем нижнюю сторону. Это у нас лицевая сторона, поэтому мы ее сейчас заклеиваем пленкой, всю заклеиваем, переворачиваем, снимаем пленку снизу и начинаем уже делать монтаж. Для того, чтобы ее перевернуть, нам потребуется абсолютно такой же лист фанеры. Вот. Но прежде чем мы ее будем переворачивать, мы ее заклеим пленкой для монтажа, просто обычной прозрачной пленкой. Сейчас у нас мозаика имеет разную высоту у разных материалов, то есть мальта может чуть потоньше быть, керамогранит чуть потолще. В целом она имеет погрешность об 1-2 мм. После того, как мы заклеим пленкой и перевернем, вся мозаика выровняется, потому что основание, на котором переворачивать будем, ровное, и в итоге мозаика вся выровняется и будет ровненькая и хорошая. Здесь можно взять один лист, наклеить полностью, заклеить это панно. Но у нас есть остатки такие, в принципе, без разницы клеить полностью или остатками, поэтому мы просто возьмем и заклеим все это остатками клейкой пленки. Вообще можете даже скотчем использовать, но скотч просто более тонкий и менее удобный. Вот. Поэтому я возьму такую пленку, которую мы всегда используем для мозаики. И ее заклеиваем. Здесь делаю внахлёст, чтобы они, пленки, тоже склеились между собой. Лишнюю пленку по периметру срезаем.
Дальше проглаживаем все тессеры мозаики, чтобы они приклеились к пленке, ну, хотя бы как можно больше. И сейчас будем переворачивать. У нас нижняя пленка была прибита, поэтому сейчас я ее откреплю сразу, чтобы легче было вытащить. Теперь мозаика готова для того, чтобы ее перевернуть. Вот мы мозаику перевернули, теперь можем эту пленку снять нижнюю. Снимаем осторожно, чтобы ничего не вылетело. Итак, я снял всю пленку, вот в таком виде панно, готовые для монтажа. Монтировать мы будем на эпоксидную клей-затирку Starlike Evo. Лучше брать цвет сразу в цвет будущих швов, то есть с той стороны, когда мы будем затирать, потому что это является как и клей, как затирка. Поэтому лучше при покупке взять сразу в цвет швов. Для того, чтобы если где-то в швы провалится клей-затирка, то с той стороны было не видно, потому что швы будут таким же цветом. У нас пока не определен цвет будущей затирки, поэтому мы берем та, которая у нас есть. У нас есть такая темно-графитовый цвет. Вот с этой стороны мы покроем ей, а с той стороны уже будем затирать цветом, который выберем в будущем. Для того, чтобы мозаика скрепилась, необходима нам малярная сетка. Поэтому мы покрываем малярной сеткой и будем замешивать затирку для работы. Сейчас будем покрывать очень тонким слоем, чтобы в будущем, чтобы затирка наша не проникла вниз туда. Скорее мы будем сейчас монтировать, чтобы зафиксировать малярную сетку. У нас будет несколько слоев затирки, то есть мы сейчас приклеим сетку, дальше мы будем, скорее всего, приклеивать сюда еще керамогранит, для того, чтобы он был как отдельный, чтобы потом можно было ставить в алюминиевую раму. Вот, с той стороны мы будем затирать. Но в данный этап мы сделаем, просто приклеим сетку к мозаике. Для того, чтобы подготовить раствор, необходимы весы, потому что в эпоксидных надо точно взвесить количество одного состава и второго состава. Так как мы замешиваем не полную банку, а часть, поэтому мы сейчас отмерим. И какого компонента будем использовать, можно посмотреть на нашем калькуляторе на сайте artworker.school. У нас есть расчет компонентов затирки. Если вы там, например, вам нужно 130 грамм готовой смеси, и он скажет, сколько чего замешивать. Поэтому сейчас я посмотрю и замешаю, я думаю, где-то килограмм замешу и посмотрим, как он будет. Я буду перемешивать массихином, но если у вас объемы побольше, то лучше, конечно, мешать миксером. После того, как затирка тщательно замешана, можно наносить ее на поверхность тонким слоем. Для этого я буду использовать резиновый шпатель. И таким вот движением, тонким слоем буду наносить. Лучше идти от центра в стороны, чтобы сетка, если мы будем к центру идти, сетка будет по центру сдуваться. Первый килограмм затирки подходит к концу, но у нас еще довольно-таки много затирать, поэтому я сделаю еще один. Я думаю, нам этого будет достаточно, чтобы затереть эту работу размером 75 на 75 сантиметров. Второй килограмм тоже подходит к концу. Осталось совсем немного. Вот сейчас я его сюда дальше израсходую, чтобы здесь был слой чуть потоньше, и вот эти пустоты все еще раз проклею. Итого на этот этап у нас ушло почти 2 килограмма
клея затирки эпоксидной и около 1,5 часа времени. Дальше это должно все просохнуть, мы оставляем на сутки и к следующему этапу приступим завтра. Ну, до завтра. Итак, у нас второй день, монтаж панно. Наша эпоксидная затирка высохла, вот она застыла, можно так даже постучать, стала твердая. Сейчас ее перевернем, посмотрим, что получилось у нас с той стороны. Для переворачивания опять-таки берем фанеру и переворачиваем. Итак, что мы видим здесь? Ну, мы, во-первых, можем сразу пленку снять, но она больше не пригодится. Пленка приклеилась хорошо, но мы ее снимем все равно. Видим, что у нас затирка во многих местах провалилась и вышла на близко к лицевой стороне, то есть практически на лицевую сторону, и когда мы затрем другим цветом затирки, это все будет видно, поэтому сейчас нам надо это почистить. Вообще лучше использовать, конечно, затирку, которую мы с той стороны заливаем в цвет затирки, которая будет с этого, но у нас с этой стороны будет бежевая затирка, а не темная, такая не темно-серая, поэтому нам надо эти все швы почистить. Для этого мы возьмем фен сейчас и разогреем затирку, она станет более мягкой, и мы ее сможем попроще ее механическим способом убрать. Температуру набираю где-то больше 500 градусов. Сейчас будем ее нагревать, смотреть, когда она будет отходить, тогда значит будет достаточно. Вот тут 500 градусов сейчас. После того, как затирка нагревается, она становится на 500 градусов и легко отходит. Стеклу и керамограниту на таких температурах ничего нет, а затирка начинает рассыпаться. Потом мы все это пропылесосим и уберем остатки затирки. Но швы очень важно все почистить. Если мы швы не почистим, то останутся такие темные пятна в швах. Нам они ни к чему. Итак, мы очистили почти все швы, но сейчас мы затирать не будем, поэтому зачистим еще перед самой затиркой. Более подробно просмотрим все швы и до конца все расчистим. Сейчас мы будем приклеивать данную мозаику к керамограниту. У нас есть тонкий керамогранит. Вот такой вот. И мы сейчас с обратной стороны его приклеим. Для чего это сделано? Чтобы он был как жесткая основа, на которой будет держаться вся мозаика. Дальше мы эту конструкцию сделаем для нее алюминиевую раму и, собственно, туда ее все вставим. Для чего это вообще сделано? Если все это было сделано для помещения, то там вообще проблем никаких не было бы. Все это очень легко было просто. Можно было смонтировать на фанеру, на любой там ОСБ, на чего угодно можно было смонтировать, и проблем бы никаких вообще не было. Проблема возникает, если это все вешается на фасад, и конструкция должна быть самой несущей. То есть, по сути, на фасаде она будет просто висеть, и будет и зимой, и летом висеть, поэтому материалы должны быть все долговечные, все составы должны быть долговечные, и от этого возникает много сложностей, и все это должно быть твердо и крепко. И поэтому наша конструкция, которую мы сейчас пробуем и тестируем, будет состоять из мозаичного панно из керамогранита и смальты. Вчера мы это все залили эпоксидным клей-затиркой. Вот сегодня мы приклеим вот этот замечательный керамогранит, чтобы придать жесткости нашему панно. И следующий этап: мы соберем раму из алюминия, в которой мы все это поместим и, собственно, отправим заказчику. Вот в таком виде планируем все это подготовить, чтобы когда панно приехало готовое, смонтированное на объект, его просто можно будет повесить и все. То есть, по сути, монтаж на объект займет 10 минут. Только поднять и повесить. Сейчас мы вырежем в размер нашего панно лист керамогранита. Вот у нас есть несколько остатков. Так, конечно, лучше использовать керамогранит в размер без швов, без всего, но у нас есть пока остатки такие, мы сделаем из нескольких частей. Но на большой панно будем использовать уже в размер панно керамогранит. Данные листы выпускаются в формате 1 метр на 3 метра, поэтому они нам практически подходят на 100%
потому что у нас панно примерно такого же размера и будет. У нас несколько разных панно итоговых. Но в качестве образца взяли просто остатки, и вот из остатков сейчас мы опять переворачиваем панно, и там приступим к монтажу. Этот лист я уже вырезал в размер. Здесь я пробовал просто, как режется стеклорезом. Как оказалось, режется очень хорошо стеклорезом. У нас есть специальный стеклорез для толстого стекла. Он же подходит, он же оказался и подходящим для резки данного керамогранита. Здесь у нас одна часть есть, нам осталось вырезать вторую часть, собственно, вот эту. В качестве образца нам было предоставлено вот такие вот листы. Этот лист фанеры абсолютно такой же, как у нас образец панно, поэтому, собственно, я буду резать по нему, так будет проще. Вначале я вырежу вот эту линию, отрежу, а потом попробую разрезать вдоль. Два с половиной миллиметра расстояние от грани до ролика, поэтому нам надо 2,5 метра, но я вот ориентируюсь лучше по стеклорезу. Такой стеклорез, он подходит для толстого стекла, для толстого керамогранита от 3 до 15 миллиметров. Купить можно в нашем интернет-магазине Art Worker Shop. Сейчас посмотрим, как он разрежет. Я буду второй раз резать такой керамогранит, поэтому может всякое быть. Линии практически не видно, но посмотрим, как он отломается. Как видите, отломался хорошо. Дальше мы срезаем сетку, которая с обратной стороны. Вот у нас получился второй лист. Близко к тому. Клеить мы его будем вот этой внутренней стороной к внутренней стороне, чтобы для лучшей адгезии. И вот таким образом у нас будет выглядеть обратная сторона панно. Возвращаемся опять к эпоксидной клей-затирке. Опять сейчас ее сделаем. То же самое мы делали вчера. Ничего здесь не поменялось. Просто здесь теперь надо этот слой, который приклеит керамогранит к панно. На самом деле можно использовать не обязательно эпоксидную затирку, можно использовать еще и цементные растворы, например, керабонд с изоластиком. Клей цементный, изоластик – это латексная добавка, которая придаст эластичности, но и в разы удешевит стоимость монтажа, потому что эпоксидная затирка стоит довольно дорого, около 1000 рублей за 1 килограмм. Сюда мы уже 2 килограмма потратили, еще 1 килограмм потратим, или 2 сейчас на переклейку, и еще, скорее всего, 2 килограмма уйдет на затирку. То есть на такой фрагмент полквадратного метра уйдет 6 килограмм затирки, что по деньгам довольно-таки дорого выходит, и можно, я думаю, заменить на хороший клей цементный, тем самым сэкономив деньги на монтаже. В прошлый раз уже замешивали, я запомнил количество компонентов, это было 940 грамм одного компонента и 60 грамм компонента номер 2. И все тщательно перемешиваем. Если у вас большой объем, лучше миксером использовать. Так, мы замесили эпоксидную затирку. Сейчас ее снова нанесем. Будем разглаживать. Здесь лучше зубчатым шпателем. Его можно совсем немного. Главное все проклеить. Состав у нас довольно-таки густой, и поэтому разгладить его по-нормальному не получается. Густой, думаю, потому что у нас она старая. Или потому что мы хранили зимой на морозе. Ну, в общем, это не важно, потому что она точно приклеится. А для финальной работы мы уже будем использовать новую затирку, поэтому там можно будет ее более качественно разгладить. Так, ну приступаем к приклейке керамогранита.
Делаем его как можно более точно. И сверху сейчас еще поставим какой-нибудь груз, равномерно распределим. Сейчас фанеру положим на этот и поставим груз. Ну все, сейчас поставим сюда еще груз и оставим сохнуться на сутки. После того, как затирка застынет и приклеится к керамограниту, будем уже ее затирать и вставлять в раму. А раму пойдем сейчас мы сделаем, чтобы завтра она уже была готова. Все, идем делать раму. Вот здесь на складе сделали небольшую мастерскую, где будем собирать рамы алюминиевые, или как называют их производители, кассеты. У нас фирма называется Nord Fox, производитель этих алюминиевых профилей. Вот такие нам дали образцы, мы сейчас будем из них что-то собирать. Собираю я в первый раз, сделал только маленький один уголок собрал, поэтому если что не так соберу, не судите строго. Итак, сейчас у нас есть фанера, вот в размер, вот фанера в размер нашего панно, поэтому мы будем сразу собирать по ней. Нам надо собрать ее, получается, вот так. Потому что такой уголочек будет снизу вот так крепиться, закрывать торец и держать вот этой, фиксировать будет панно. Поэтому сейчас мне нужно отрезать один угол под 45, второй потом отмечу это и отрежу тоже под 45. Прижму чуть-чуть. Дальше здесь угол будет, получается, такой. Все, 45. Обязательно надеваем перчатки и очки. А еще мы включим пылесос, чтобы далеко стружка не улетала. Сверяем. Здесь ровненько выставляем. Ну, в целом ровно. В общем, сейчас мне нужно отпилить 4 таких рейки. Вырезал я 4 таких профиля под 45 градусов. В целом похоже на то, что надо. Сейчас будем их соединять. Узел рассмотрел подробнее, и, собственно, тут он соединяется вот так. Раз. И фиксируется еще вот такой штуковиной. Здесь надо выстрелить и сделать заклепки. Но я делал образец, и проблема в том, что возникла проблема в том, что здесь вот этот попадает на перемычку вот эту, поэтому ее надо сместить. А смещать мы будем ее вот сюда, чтобы прижать вот этот конец. И здесь не было попадания на вот этот блок, и нормально все зафиксировалось. То есть, по сути, дырку мы здесь еще высверлим. Спрашивал техническую поддержку, сказали, что так сделать можно. И, в общем, у нас получается, да, будет дырка здесь, одна будет здесь. Приступим. Ну, я на глаз просто буду ее смещать. Вот. Берем сверло. Сверло у нас 5,5 миллиметров. Сначала по одну сторону помечаем, ну и сверливаем. Первая заклепка есть. Не самый легкий инструмент, которым я пользовался. Ну и так по кругу делаем все углы. Итак, после того, как я собрал несколько углов, а именно 3, пришел к выводу такому, что самый простой вариант — это ставить угольник, отмечать только ближайшую точку. Дальше здесь высверливать ее, делать заклепки, как здесь, вот как с этой стороны, а потом уже просверливать вместе вот с этой пластиной, с этим уголком насквозь, и еще одну ставить заклепку, как и будет выглядеть как вот здесь. То есть вот такая схема самая простая на данный момент мне показалась.
Все забрал, все прикрепил. Проверяем размер. Вот, на самом деле вообще идеально. И угол, и диагонали, и размер. Удивительно, но все прям миллиметр в миллиметр сходится. Так, теперь делаем центральную часть. Делаем вот такую поперечную линию. Да, такую. Это ребро жесткости, потому что в нашем панно будет большое. Необходимо будет сделать в любом случае ребра жесткости. Оно будет вот так и крепиться на уголке. Итак, выставили на середину. Отмечаю, где буду сверлить. Ну и начинаю сверлить. Так, еще посмотрим внутреннюю часть кассеты. Вот так она где тут выглядит. Третий день монтажа. Вот у нас есть смонтированная, приклеенная на керамогранит мозаика из мальты и керамогранита. И есть собранная кассета, рама вот такая. Сейчас будем ее мозаику монтировать в эту конструкцию. Надо ее перенести. Вот так ее переносим. У нас рама сделана один в один. Убираем фанеру. Все, выставляем ее ровненько. Мы решили вначале все затереть, а потом сделать такие вот рамочки из алюминиевого профиля. Для затирки мы будем использовать эпоксидную затирку Starlike. Ледокол Starlike Evo 255 табака. Вот такой вы выбрали, такой коричневый цвет. Собственно, выполняем все швы как можно лучше. Мы приготовили 2 килограмма эпоксидной затирки. Посмотрим, сколько останется, если останется. Как видите, затирка более жидкая, чем у нас прошлая была. Хотя такой уже производитель, абсолютно такая же затирка. Единственное, что она свежая. Мы ее купили сегодня, а та у нас уже год или 2. Наверное, год лежала. И может быть, неправильно хранилась. После того, как швы все затерли, стараемся как можно больше забрать резиновым шпателем эпоксидной затирки, потому что сложно будет потом, чтобы потом было меньше смывать. Смывать мы будем теплой водой и специальным средством для смывки затирки нет. Если где-то швы открываются, снова их промазываем. И так пока все не затрем. Вот такое средство для смывки эпоксидной затирки. Моющее средство. Мы будем смывать теплой водой и с разбавленным летонет. Смывка для эпоксидных затирок. Тщательно начинаем отмывать эпоксидную затирку. Желательно не мывая из швов и чаще меняя воду. Затирки у нас осталось больше килограмма, то есть на такой объем потребуется чуть меньше килограмма затирки при таких швах. Если швы будут больше, естественно, затирки будет больше. Но если меньше, естественно, меньше. Долгий процесс, и надо смывать все это очень хорошо. Поменяли несколько раз воду, несколько раз прошлись разными тряпками, губками. Сейчас финально делаем затирку, смывку. И еще раз протрем после того, как мы сделаем боковые грани. Еще раз все перепроверим и будем завершать данную работу.
Сейчас я смотрю, где есть какие-то трещины, какие-то незатертые моменты. Я еще их дозатираю, чтобы все какие-то маленькие такие дырочки некрасивые лучше тоже сразу дозатереть, чтобы они стали красивыми. Работа практически завершена. Завтра мы еще ее почистим, помоем, посмотрим еще свежим взглядом, очистим, где вдруг что-то осталось. Сзади она выглядит так. Тут у нас керамогранит. Все жестко сидит. То есть здесь еще бывают и такие зацепы, специальные крючки крепятся, чтобы можно было повесить на специальное крепление на фасаде. Сейчас я ее разверну, покажу, как она выглядит спереди. Весит она прилично, килограмм, я думаю, не знаю, 20. Довольно-таки тяжелая работа получилась. Так вот выглядит. Надеюсь, вам было полезно посмотреть данное видео. Подчеркнули себя что-то новенькое. По крайней мере, мы сами подчеркнули себя много чего новенького. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, ставьте колокольчик. С вами был Сергей Колбасов. Всем пока!